Раннее утро, и мы отправляемся в путешествие с Брайтона. Карета подана, загружаемся, и в предрассветной тишине нас уже ждет дорога. Впереди красивейший мост Верразана-Нерроуз, соединяющий Бруклин и Стейтен-Айленд. Мы едем по верхнему уровню этого двухъярусного гиганта. Он открылся в год моего рождения, в 1964-м. Тогда это был самый длинный подвесной мост в мире. Центральный пролет 1298 метров, а при строительстве учитывали даже кривизну земли. Солнце играет бликами на водах залива, и вот мы уже пересекаем пролив, приближаясь к Стейтен-Айленду. Настроение отличное, как этот день, яркий и солнечный. Нас ждет отдых для души, прогулка по настоящему лесу. Камни опасные. Стейт-форест – это как волшебный лес, только настоящий. Здесь очень крутой спуск, вот в чем дело, да. И надо как бы потихонечку спускаться. Тропинки ведут к приключениям. Сыроежка прячется в сухой листве. Издалека кажется, что река темная, но на самом деле вода в ней прозрачная, отражающая деревья, растущие по ее берегам. Река извивается, огибая покрытые мхом валуны, с которых срываются маленькие водопадики. Их струи бьются о камни, взбивая белую пену, что кружится в водоворотах, словно нежное мороженое. Вдоль ущелья проложены специальные деревянные тропы с перилами, чтобы туристам было безопасно и удобно идти. Лучше, конечно, надеть кроссовки или спортивную обувь. Так прогулка будет комфортной. И как тут не остановиться, не полюбоваться водопадами и не сделать селфи? Сяду на мшистый пенек, вдохну свежий лесной аромат, послушаю шепот водопада и представлю, как хорошо было бы разделить этот миг с кем-то дорогим. Что это? Это кварц, одна из самых распространенных горных пород. В породе хорошо видны вкрапления слюды. Я беру осколок, вот он, красиво блестит. На упавшем в воду стволе сидит хоровая лягушка. Весной самцы собираются и громким хором пытаются впечатлить самок. Посмотри, золото блестит в воде. Солнце превращает камни в золотые слитки. Водопад струится, словно шепчет заклинания, забытые веками, и, дрожа в солнечных бликах, обрушивается в темную чашу. Из ее узкой щели выскальзывает ручей, теряясь в долине меж камней, погруженных в вечный сон. На скользких валунах изумрудный мох и седой лишайник. В их каменных объятиях поваленные деревья, словно хранители давних историй, а сверху чаша, как всевидящий глаз, вглядывается в облака и скрывает тайны, которые откроются лишь тем, кто осмелится слушать тишину. Высокие деревья шепчут свои тайны. Кукушкин лен, мох с тонкими стебельками, будто маленькие льняные ниточки. Это плютей оленей, съедобный гриб. Рядом цезарский, тоже съедобный, но его легко можно спутать с ядовитыми мухоморами. А это шишка-гриб, но очень похож на ежика.
После дождей вода в ручье зашумела сильнее. На дорожке, что тянется вдоль него, лежат поваленные деревья, и мы осторожно перешагиваем через них, идя по тропе, которую бережно хранит сама природа. Ручей весело журчит. Как тут не освежиться? А за эффектным фото только на дерево, да повыше, чтоб дух захватило. Дерево забирает усталость, а взамен дарит силу. А воздух пахнет хвоей и свободой. Здесь нас ждал отдых для души и умиротворения. Вновь продолжаем путь. Впереди город Хартфорд, столица штата Коннектикут. Основан в 1635 году. Он известен как один из старейших городов США и важный деловой центр, где расположены крупные страховые компании. Перед нами величественный Капитолий штата. Здесь также находится университет Хартфорда и Тринити колледж. У берега реки 8 Майл нас встречает изящная бабочка тигрового парусника. Ее полет легок и неспешен, будто она хочет проводить нас. Слышен мягкий гул водопада. Идем вперед, следуя за зовом воды. Это государственный парк Дэвис-Хопперт в Ист-Хаддаме площадью 860 акров. Деревянные ступени выводят нас на узкую тропинку, и за поворотом открывается он – каскадный водопад. У его подножия уже собралось немало туристов. Кто-то любуется величием этого природного чуда, вдыхая свежий прохладный воздух. Кто-то, не раздумывая, раздевается и ныряет в прозрачную воду. И, конечно, никто не упускает шанса сделать памятные фотографии, запечатлев себя на фоне шумящих потоков. Здесь нас ждет просто отдых для души. Каскадный водопад, шум воды, камни, природа, зелень, но просто волшебство. Сегодняшняя экскурсия для меня – это особое наслаждение. Водопады, здесь природа очень необыкновенная и красивая. Чувствуешь себя именно как на отдыхе. Отдыхаешь в сердце природы. Вот это самое главное для человека. Обнимая дерево, наполняешься светлой энергией природы. Вековая ель склонилась над заводью. И вдруг я заметила на одной из ее веток, тянущейся к воде, яркий шарик. Настоящее елочное украшение посреди леса. Это оказался поплавок. Здесь разрешена рыбалка, и в этих водах даже водится форель. Через речку перекинулся деревянный крытый мост. Редкий гость в наши дни, ведь в Коннектикуте их осталось всего 3. Когда-то их строили с крышей, чтобы беречь балки от дождя и снега, а путникам дарить укрытие в непогоду. Теплый цвет дерева, мягкая тень под крышей и тихий плеск воды внизу, будто кадр из старого фильма, где мост хранит истории всех, кто по нему когда-то проходил. На доске объявлений информация о ловле лосося и форели, а также предупреждение. В Коннектикуте медведей становится больше, поэтому нельзя их кормить или приближаться. Нас ждет еще одна жемчужина нашего пути. Мост, который умеет двигаться.
Ист Хадам Свингбридж раскинулся над рекой Коннектикут уже больше века. И все это время он остается не просто переправой, а маленьким спектаклем инженерного искусства. Построенный в 1913 году инженером Эдвардом Бушем по замыслу мастера поворотных конструкций Альфреда Боллера, он хранит в себе дух той эпохи, когда техника удивляла и вдохновляла. В центре моста огромная стальная секция, которая медленно поворачивается на 90 градусов, плавно вращаясь на месте, чтобы пропустить суда. В день его открытия гремел салют, по мосту шел парад автомобилей, а на берегах стояли люди, завороженно следившие за чудом техники. Сегодня, после реставрации, он вновь сияет и все так же встречает путешественников, соединяя берега и времена, а под ним тихо шепчет и журчит река. Кто хочет узнать о Коннектикуте еще больше, держитесь крепче. Вторая серия уже на подходе.